Всем привет! Ты смотришь The Supercar Girl. Меня зовут Тереза. Поехали! Ну что, друзья, я трепещу, потому что сегодня у нас легендарный гелик, он же Гелендваген, который увидел мир в 1979 году. И за это время, спустя десятилетия, совершенствуясь, он, конечно же, не утратил свой первоначальный аутентичный облик. Ну, красавец же! G63 AMG – это культовый внедорожник, легендарный, брутальный, но не умирающая классика. Гелендваген не менялся практически с 1990-х годов. Это первое серьезное изменение за 30 лет. Так, ну давайте посмотрим, что осталось нетронутым. Конечно же, пропорции. Все такой же квадратненький, красивенький. Угол наклона лобового стекла остался, ну, кажется, таким же. Да, точно такой же. Ну, конечно же, фонарики на передних крыльях. Уже хочется их поскорее включить и посмотреть, как они будут светиться. В общем, гелик как был красавцем, так и остался. Вообще мне очень нравится расцветка, этот белый цвет, причем он не полностью белый, а с черным комбинируется. По-моему, это очень стильно и красиво. И мне так идет этот цвет. Ребят, ну мне постоянно хочется гладить этот руль, потому что сочетание карбона и алькантары – это так тактильно, это так секси. Но тут нет как бы автоматического доводчика дверей, так что вот этот вот знаменитый звук Гелендвагена – секси. Уф! Ну чё, садись, прокачу. Ребят, первое, на что я обратила внимание, когда села в эту машину, это запах. Я не знаю, что так пахнет, мне кажется, вот это алькантара. Ну, просто запах потрясающий. Эту машину можно уже выбрать исключительно по запаху. Вообще отделка карбон, но в зависимости от комплектации может быть и техноволокно, динамика. Ребят, ну это же роскошно, это же красиво. Вообще мне нравится, что он весь такой минималистичный, но в то же время функциональный. Здесь есть все для того, чтобы комфортно ехать и даже на долгие расстояния. Пожалуйста, вот тебе и кондиционеры, вот тебе и регулировка сидений, зеркал, да всего чего угодно. Ну, конечно, за такие деньги еще бы здесь этого всего не было. Здесь даже больше, чем нужно. И это очень круто, это очень комфортная машина. Безумно приятно и удобно держать руки на руле. А предыдущие модели были более, знаете, армейскими, деревянными, маскулинными. Однако вот эта модель ничем не отличается и не уступает по наполненности каким-то другим тачкам в люксовом сегменте. Здесь есть вообще все, огромный экран. Просто, я не знаю, но это круто. Вообще, в предыдущей модели было ощущение, что сидишь в табуретке. Здесь такого нет. Здесь много пространства сверху, сзади, в ширину. Вот тебе удобно? Вот видишь? Ребят, я сейчас заведусь. После долгого рабочего дня так приятно сесть в свой Гелендваген и включить массаж спины, например. Вот здесь можно выбирать Hot Relaxing, Activate, классический, ну давайте, волнообразный. Причем так приятно, какие-то шарики нагреваются и массируют тебе в разных частях, не только спины. Очень приятно, правда. Мне очень нравится в Мерседесах, что можно вот так вот регулировать сиденье и параллельно делать массаж. Кстати, он перешел на ягодицы. Изначально Гелендваген задумывался как армейское авто и отправился служить в армию. И только после попал в частные руки. Простым покупателям машина тоже пришлась по душе, причем довольно скоро по объему производства. Именно гражданские версии обогнали армейские. И со временем гелик все меньше стал походить на армейский автомобиль. У него появились автоматическая коробка передач, кожаный салон, кондиционеры, легкосплавные диски. Историческая справка. Самый известный бронированный Mercedes G-класса был у папы римского Иоанна Павла II. И был он белый. Как изнутри, так и снаружи. Кстати, я еще не заценила багажник. Давайте посмотрим. Багажник не изменился, он все такой же правильной кубической формы. А теперь посмотрим, что внутри. Так, ну что сказать, места много, удобный, можно присесть.
Особенно если, знаете, грузить холодильники или, например, должников. Но, знаете, вот не помешали бы изыски, потому что здесь вот из органайзеров только вот эта вот горизонтальная шторка. Но есть один неоспоримый плюс. Это то, что дверь открывается в сторону. Это просто шикарно. Хотя, знаете, конкретно в этом оттенке, какой-то такой темно-зеленый, болотный, он очень сильно напоминает армейский автомобиль. И, возможно, это даже плюс, потому что кому-то хочется классики, кому-то хочется выглядеть более брутально. И в целом, наверное, это такая маскулинная история. Но мне нравится этот цвет. Ребят, давайте мы с вами договоримся, что вы, во-первых, будете подписываться на канал. Во-вторых, вы будете ставить лайки. В-третьих, вы будете отправлять друзьям это видео. Шучу, делайте, что хотите. А мы увидимся с вами в следующих обзорах. Пока!